Привет, друзья! Пришли на тесты очень ресурсные, оригинальные элементы Samsung модель 48X форм-фактора 21700. Эти элементы применяются в электромобиле Tesla. Пришли они вот в таких вот холдерах. Видимо, продавец положил их в подарок. На канале уже есть видео с тестами элементов в этом форм-факторе. Еще будет много образцов на тесты, так как сейчас очень много производителей делают именно эти элементы этого форм-фактора. Для удобства я сделал отдельный плейлист по элементам 21700, чтобы было проще искать и смотреть видео, связанные с ними. Кто не видел эти видео, переходите по ссылке и обязательно посмотрите. Ссылку на плейлист по тестам элементов форм-фактора 21700 я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Элементы 21700 очень хорошо себя зарекомендовали, так как имеют более высокую удельную энергоемкость в сравнении с элементами 18650. Батареи собирать из них проще. Стоимость именно этих элементов Samsung примерно $3,5 за штуку. Но я покупал их на внутреннем рынке Китая. На AliExpress эту модель я нашел. Стоимость ее примерно от 10 до $13 за штуку. Я считаю, что это очень дорого. Поэтому лучше всего брать на внутреннем рынке Китая через посредников. Не все это могут. Если кому интересно привезти партию элементов 21700, тем более оригинальных, то пишите на WhatsApp. Сейчас вы видите его на экране. Продавец еще в подарок положил такие холдеры. Я даже удивился. Плюс положил еще термоусадку. Термоусадка такого же цвета, но на ней совсем другие надписи. Вот такие вот надписи на самих элементах. Где-то здесь зашифрована дата производства, по-моему, вот здесь, в последней строке. Может быть, конечно, и здесь тоже. Также можно наблюдать надписи под термоусадкой. Вот здесь, в этой части, еще вот тут вот есть. W2A. Как я уже сказал, лучше брать на внутреннем рынке Китая. Там намного дешевле. Я оставлю обе ссылки в описании и закрепленном комментарии. На AliExpress и на внутренний рынок Китая. Так как я просто уверен, что эти элементы оригинальные. Ну а сколько они смогут поработать, это будет понятно после тестов. Но судя по даташитам, это должны быть очень ресурсные элементы. Именно поэтому их китайцы еще продают, после того, как они где-то еще стояли. Эти элементы форм-фактора 21700 широко используются компанией Tesla в своих электрокарах. Также они тесно сотрудничают с компанией CATL, которая производит призматические литиевые элементы, в том числе и натрий-ионные. Кстати, по натрий-ионным элементам есть тоже видео, недавно оно вышло. Я там немножко рассказываю про натрий-ионные элементы. Плюс в описании этого видео есть ссылочка на канал одного блогера, он там брал интервью у одного химика с кафедры МГУ, и он подробно рассказывал про натрий-ионные аккумуляторы и вообще про все литиевые аккумуляторы, как они работают, какие физические процессы происходят. Очень все четко разложил по полочкам. Очень рекомендую. Как я уже сказал, Tesla очень тесно сотрудничает с компанией CATL, которая производит призматические литиевые элементы, и некоторые из них Tesla уже использует в своих электромобилях. 26 октября 2021 года появилась информация о том, что Samsung SDI, то есть подразделение Samsung, которое занимается производством аккумуляторов, в том числе литиевых, и LG Energy Solution, это подразделение у LG, которое тоже занимается производством аккумуляторов. Они заявили о том, что завершили разработку образцов аккумуляторов форм-фактора 4680 для компании Tesla. Поставки этих элементов начнутся в 2023 году. Устанавливать их, насколько я знаю, будут в Tesla Model Y. Сейчас вы видите на экране, как Tesla планирует разместить элементы в батарее. Всего в батарее их будет около 960 штук, в длину примерно 40 элементов, в ширину примерно 24 элемента. Это даст снижение массы аккумулятора на 10%, увеличение пробега электромобиля на 14%. И в батарее станет на 370 деталей меньше, как заявляет Tesla.
Старейший партнер Теслы Panasonic тоже заявила о планах разработки прототипов элементов форм-фактора 4680. Сейчас вы видите элемент Panasonic 4680 в сравнении с другими форм-факторами 18650 слева и 21700 посередине. На мой взгляд, Tesla сильно разрекламировала посредством маркетинга новый стандарт батарей. Они говорят, что в ней в 5 раз больше энергии. Они, конечно, не соврали, но никто на этих конференциях не говорит о том, что форм-фактор 4680 больше и тяжелее предыдущих элементов. Правильнее говорить об удельной энергоемкости, а не о энергии элемента. Тогда цифры не такие классные, как нам говорят. Маркетологи там работают те еще, я вам скажу. На следующем фото изображен прототип батареи 4680. Слева находится изображение вида элемента сверху. На нем можно отчетливо видеть, что у каждого витка медная фольга сделана с запасом по ширине ленты. Это нужно для того, чтобы завальцевать с торцов все витки вместе, увеличив тем самым токоотдачу в десятки раз. При этом уменьшается нагрев элемента. Подобная технология сборки используется у литий-титанатных элементов Yinlong. Это китайский производитель. Там тоже фольга у электродов сделана с запасом по ширине. Я разбирал литий-титанатные элементы китайского бренда Yinlong. Вы сейчас видите фото из того видео. Кстати, оно набрало более 124 тысяч просмотров. Я оставлю ссылку на это видео в описании. Кто не видел, обязательно посмотрите. Очень интересно. Эти литий-титанатные элементы за счет такой торцевой технологии соединения пластин имеют колоссальные токи отдачи в 700 ампер с элемента емкостью 30 ампер-час и могут заряжаться и разряжаться за 6 минут. Я просто уверен, что производители элементов 4680 сделали эту завальцовку электродов с торцов неспроста. Они точно порадуют нас большими токами заряда и разряда. И при этом элементы не будут сильно греться. И это очень хорошо. Что-то я увлекся подробностями устройства элементов. Если это вам интересно, ставь лайк и пиши в комментариях, нравится ли такой формат видео. Осознанные комментарии от 5 и более слов помогают продвигать видео и канал в целом. А следовательно, больше людей узнает о новых источниках тока, которые либо уже есть на рынке, либо еще в прототипах известных мировых брендов. Кстати говоря, по статистике YouTube, из всех людей, кто просмотрел мои видео, только чуть больше 10% являются подписчиками канала. Надо исправлять ситуацию. Кто еще не подписан на канал, но смотрит мои видео, особенно регулярно, обязательно подпишитесь. Впереди еще ожидает много интересного, ведь сейчас под заказ Теслы мировые производители аккумуляторов начинают разработку разных новых источников тока, разных форм-факторов, начинают применять разные технические решения при производстве элементов. Я чувствую, что скоро будет много интересного в мире электротранспорта. Сейчас на рынке безумный спрос на литиевые аккумуляторы, и у Samsung SDI, подразделения аккумуляторов Samsung, есть желание и возможность присоединиться к LG, Panasonic и CATL, которые являются крупнейшими поставщиками аккумуляторов для Tesla. Также и Tesla объявила о планах по производству собственных элементов форм-фактора 4680, чтобы предотвратить дефицит батарей в ближайшие годы. Tesla надеется, что новые элементы 4680 помогут снизить затраты и улучшить производительность в течение нескольких коротких лет. Итак, вернемся к нашим подопытным кроликам на сегодня. Как вы видите, элементы БУ, это видно по следам на корпусе, что их откуда-то демонтировали. Также есть следы от силикона. Ну и, конечно же, это видно по выводам. На выводах следы от дремели. Подробного даташита на эти элементы, к сожалению, я не нашел. Нашел только основные характеристики в разных источниках. Номинальное напряжение 3,64 вольта. Минимальная емкость 4650 мАч, номинальная емкость 4800 мАч. Внутреннее сопротивление неизвестно, но я его обязательно измерю. Стандартный ток заряда 0,33 С, то есть 1584 мА.
заряд до 4,2 вольт с отключением, когда ток упадет до 0,25 С, то есть до 120 мА. Это очень важно, нельзя добивать литиевые элементы малыми токами. Для продления срока службы рекомендуется заряжать до 4,15 вольта. Стандартный ток разряда 0,2 С, то есть 960 мА, до 2,5 вольта. Для продления срока службы лучше разряжать до 3 вольт, а не до 2,5. Метод заряда CC-CV, то есть Constant Current, Constant Voltage. Постоянное напряжение с ограничением тока. Их вес 68 грамм плюс-минус 1,5 грамма. Размеры: диаметр не более 21 мм плюс-минус 0,1 мм. Длина 70 мм плюс-минус 0,15 мм. Количество циклов заряд-разряд 3000 со снижением емкости до 70% от изначальной. То есть после 3000 циклов остаточная емкость будет 3360 мАч. Если это так, то это очень крутой результат и очень крутые элементы. И не зря их использует Tesla. Для достижения такого ресурса нужно заряжать эти элементы током 1С не до 4,2 вольта, а до 4,15 вольта, на 0,05 вольта меньше. А разряжать током тоже не больше 1С, но не до 2,5 вольт, а до 3 вольт. В этом режиме, как вы понимаете, паспортную емкость в 4800 мАч, конечно же, не получить, она будет немного меньше. Я уверен, что эти элементы не только Tesla использует в своем электротранспорте. Скорее всего, еще другие производители используют эти элементы. Уж очень они вкусные, особенно по циклам. По режимам хранения информация стандартная для лития. В течение 1 месяца от минус 20 до 60 градусов по Цельсию. В течение 3 месяцев от минус 20 до 45 градусов по Цельсию. В течение 12 месяцев тоже от минус 20 до 20 градусов по Цельсию. То есть, чем выше температура, при которой хранится элемент, тем меньше можно их хранить в таких условиях. Я рекомендую хранить литиевые элементы при отрицательных температурах, реакции деградации замедляются. А также, чтобы аккумулятор при этом был заряжен на 50%. Это самые лучшие условия хранения литиевых элементов, проверено уже не одним годом. Взвешу элементы и сразу буду подписывать их вес. 68,2 грамма, 68,2 грамма, 68,2 грамма. Интересно, прям вес одинаковый. Вот что значит оригинальные элементы. Я надеюсь, что они оригинальные. 69 грамм. Теперь обязательно нужно измерить внутреннее сопротивление. Сопротивление щупов практически равно нулю. Правый элемент 12 миллиом, 12 миллиом, 12 миллиом, 11,93 миллиома. Для тестов на емкость возьму вот эти вот два образца. У этого вес 69 грамм. Интересно, повлияет ли это как-то на емкость. Я запишу 12 миллиом. Погрешность приборов не буду учитывать. Тоже 12 миллиом. А здесь было 11,9. Хотя, смотря как измерять. Ну, погрешность прибора, я думаю, не стоит учитывать эту погрешность, но я напишу 11,9 миллиома. И для тестов возьму вот эти два образца. Для того, чтобы протестировать их на емкость, нужно припаять к ним провода. Чтобы припаять провода к элементам, буду по-прежнему пользоваться мощным паяльником и кислотным флюсом. Те, кто считает, что нельзя пользоваться паяльником и вообще паять подобного рода элементы, пишите в комментариях. Мне всегда очень интересно пообщаться с этими людьми. Подключаю к зарядному устройству. Здесь у нас будет элемент с большим весом. А здесь будет элемент, который имел чуть более низкое сопротивление.
Ну вот как-то так. Обязательно закреплю термодатчик зарядного устройства, мало ли чего. Все равно более точно я буду измерять температуру с помощью инфракрасного термометра. В даташите указано, что зарядный и разрядный ток могут быть 1С, то есть 4,8 ампера. И при этом у них большой ресурс. Поэтому я буду заряжать их током в 5 ампер. 5 ампер им точно не повредит. А вот каким током гонять их 99 циклов, если этот тест нужен, вы пишите в комментариях. Я склоняюсь к тому, чтобы прогнать один элемент током на разряд в 5 ампер, а второй элемент прогнать током 10 ампер на разряд и посмотреть, какой будет ресурс. Может быть, даже для этих элементов стоит заморочиться сделать не 100 циклов, а несколько сотен циклов. Поэтому пишите в комментариях, нужен ли этот тест. Если это видео наберет хотя бы 5000 лайков, я думаю, эти элементы очень интересны людям. Я думаю, это видео должно быть очень популярно, и оно должно набрать несколько тысяч лайков по-любому. Ведь тест 99 циклов очень трудозатратный. Все, оставляю на ночь, пусть заряжаются. Элементы зарядились. Нужно измерить внутреннее сопротивление. Отключу их от зарядного устройства, чтобы оно не привносило никаких погрешностей. Сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление правого элемента 11,5 миллиом. На полмиллиома уменьшилось, что в принципе неудивительно. Сопротивление заряженных элементов меньше, чем сопротивление разряженных элементов. 11,7 миллиома. Тоже уменьшилось на 0,3 миллиома. Этот элемент буду разряжать током 10 ампер до 2,5 вольт. По даташиту это можно делать. А этот элемент буду разряжать током 5 ампер. Все, погнали. Правый элемент отдал 2 ампер часа. Температура, приемлемая температура, что показывает прибор. 45 градусов показывает прибор. «33 градуса показывает левый элемент. Да, я вообще не чувствую, чтобы он нагрелся. Элементы себя очень замечательно ведут. Продолжаю разряд. 3 ампер часа израсходовано. Прибор показывает 55 градусов. Ну да, примерно так и есть. Держать еще можно. Здесь бесполезно что-то замерять. Элемент едва-едва улавливается, что он теплее, чем рука. 4 ампер часа израсходовано. Что тут с температурой элемента? Но сильнее он не нагрелся. 54-55 градусов. Ток уже начал снижаться. Элемент отдал свою паспортную емкость. Это очень замечательно. Температура 60 градусов. Где-то так и есть. Прибор не врет. Этот элемент также едва теплый. Разряд правого элемента закончен. Элемент отдал 4816 мАч. Разряд левого элемента продолжается. Интересно, сколько он отдаст? Ведь ток вдвое меньше. Продолжаю разряд. Элементы разрядились. Левый элемент отдал 4609 мАч. Правый элемент отдал 4816 мАч. Даже для бэушных элементов это отличный результат. Я приятно удивлен. Интересно, сколько эти элементы отработали. По сути, левый элемент практически уложился в паспортную емкость 4650 мАч. А правый элемент четко уложился в номинальную емкость 4800 мАч. Измерю их внутреннее сопротивление, насколько оно изменилось в разряженном виде. Сопротивление щупов практически равно нулю. Сопротивление правого элемента 12,1 миллиом. Получается, элемент в средней точке имеет сопротивление 12 миллиом. В разряженном виде 12,1 миллиом. В заряженном виде 11,5 миллиом. Разница не такая существенная, что очень радует. Сопротивление левого элемента 11,8 миллиом. Тоже незначительно изменилось. Это очень хорошо.
Теперь, зная отданную емкость и вес, можно посчитать удельную энергоемкость этих элементов. Левый элемент отдал 4,6 Ампер-часа, умножаю на среднюю точку 3,64 вольта и делю на вес 0,68 килограмма. Получается, левый элемент имеет энергоемкость 246,2 Вт-час на килограмм. Это один из самых выдающихся результатов, которые я видел и тестировал на канале. Даже боюсь считать удельную энергоемкость для правого элемента. 4,8 Ампер-часа умножаю на 3,64 вольта и делю на 0,68 килограмма. Получаю 256,9 Вт-час на килограмм. Это просто бомба какая-то. Такая огромная удельная энергоемкость. Да, в действительности не зря они перешли на этот форм-фактор. Его энергоемкость действительно впечатляет. Это очень отличные элементы. Из них можно собирать практически что угодно. Особенно если у них действительно очень низкая деградация, как заявляет производитель. Но ведь это не просто какой-нибудь китайский производитель. Это ведь очень известный производитель. Значит, ему можно доверять. Ссылку на них на AliExpress и на внутреннем рынке Китая я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Кому подходят эти элементы по токам, смело заказывайте. Если снимать с этих элементов токи около 5 ампер, то возможно и не понадобится никакого охлаждения. Но если снимать с них токи максимальные, которые указаны в даташите, 9,6 ампер, то принудительное охлаждение в сборке обязательно. Кому подходят по разрядным токам данные элементы, смело заказывайте. Качество этих оригинальных элементов очень хорошее. Я еще ожидаю на тесты и другие образцы в форм-факторе 21700. Я буду их обязательно тестировать и снимать об этом видео. Будет очень интересная статистика и контент. Поэтому, если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите в комментариях, нужен ли тест 99 циклов этих элементов, а также какими токами нужно протестировать эти два образца. Я склоняюсь к такому варианту, что один образец с 5 амперами, второй образец с 10 амперами. Так как тесты 99 циклов очень трудозатратные, плюс я не могу пользоваться этим зарядным устройством долгое время, как минимум 2 недели, пока идет тест 99 циклов, а если делать еще и больше, еще плюс 99 и потом еще плюс 99, это вообще можно будет забыть про зарядку на 1,5 месяца. Ведь с помощью этого зарядного устройства я зарабатываю, а если ее задействовать на такой длительный период, то естественно я зарабатывать не смогу. Поэтому заморачиваться с тестом 300 циклов этих ресурсных элементов я буду в случае, если видео наберет хотя бы 5000 лайков. Ведь нужно же проверить, какой у них реальный ресурс и деградация. Я благодарен каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях, ставит наижирнейшие лайки и оставляет комментарии из 5 и более слов. Это помогает алгоритмам YouTube продвигать видео и канал в целом. Чтобы больше людей знали, какие элементы и аккумуляторы стоит покупать, а какие нет. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в новом видео на канале, друзья. Всем пока!